Ну, вот такую еще вкуснятину подогнал товарищ, работающий с китайцами в китайской компании в Великом Камне под Минском. Какая-то их китайская еда. Я говорю, а что это? Он говорит, ну это скорее всего что-то, что они добавляют в лапшу. Я вот лапши не нашел вот такой ролл. Ну как, написано лапша. Ну, может быть, даже похоже на ту лапшу немножко, в которую они это добавляют. Тут что-то очень плотное, плотно спрессованное и такое, ну, довольно мягкое, упругое, податливое. Не знаю, что это, но будем смотреть. Пока отложим их, возможно, они нам не понадобятся. Похоже на какой-то кусок волокнистого мяса, по-моему, вполне подходящий для самостоятельного отдельного поедания. И какая-то, видимо, очень острая жидкая острота внутри. Засунул палец сюда, выбрал эту остроту, облизал. Ну, очень острая и на вкус жирная. Можно было не палец туда засовывать, а сделать вот так. Теперь, после того, как мы опустошили этот пакетик, он стал ровным, плоским, не выпуклым, и теперь есть шанс того, что мы сфотографируем, и Samsung распознает эти иероглифы и переведет нам их, потому что, когда он был пухлый, шанс на распознавание был, ну, особо невелик, там блики абсолютно по-другому играли, отсвечивали, и камера вряд ли бы смогла вот это вот отличить золотистое от серебристого фона. Ну, такая история. Будем пробовать сейчас. Короче, друзья, судя по тому, что мне Samsung напереводил тут этих иероглифов, он далеко не все смог разобрать, но что-то смог. Это какой-то соевый белок, какое-то соевое мясо, какое-то очень острое соевое мясо бренда Учитель Ву, что-то Ву вкусный. Сейчас посмотрим, насколько он Ву вкусный. Это просто 3 кусочка соевого мяса острого, которое, по идее, должно как-то улучшить уровень питательности, уровень белкосодержательности и, надеюсь, уровень вкусности. Банальные лапши, которая в китайском оригинале, может, должна быть китайская. В нашем случае это просто ролтон за рубль 45 из короны. Ну что, вот так вот выглядит наш Ву вкусный. Ву вкусный и Ву острый. Какое-то соевое мяско стало не таким скользким из-за пара и заварки водой и кипятком ролтоновской лапшички. Сейчас узнаем, насколько оно стало вкусным из-за этой манипуляции, потому что вполне возможно, не надо было ни с какой лапшой заваривать, надо было просто его есть так, как самостоятельный соевый снэк. Может быть, меня ввели в заблуждение, проинформировали не совсем правильно. Да, кстати, и прилагающийся к комплекту ролтона пакетики я все-таки решил сюда высыпать. Ну,
наблюдая эти 3 корочки соевого мяса, решил, что сильно вкусноты, какого-то вкуса они не способны добавить большой такой баде лапши. Ну что, лапша. Ну, вкус ролтоновской лапши я знаю, он мне знаком. Ничего нового, ничего удивительного. Пробуем вкус этой штуки. Вполне интересно. Кусается, грызется, как мясо, как рыба какая-то. Довольно приятно, жестко волокнистая. То бишь надо пожевать ее. И уже особое удовольствие в виде, когда ее можно погрызть, пожевать. Вот это тот случай. Это не просто мягкое, полуразваливающееся во рту рыхлое что-то, а что-то, что можно пожевать. Что-то определенно ощутимо волокнистое. И никогда бы не сказал, что это не натуральное мясо, что это какой-то соевый белок. Ну, это как на вкус и на зуб это вполне себе какое-то мясо. Но я до сих пор не уверен, что это мясо надо было мешать с лапшой. Скорее всего, в той острой подливке, в той жирной острой подливке, в которой оно было, оно можно было использовать просто как снэк, как перекус, как отдельное самостоятельное блюдо. Ну, вот такая история, друзья. А я буду уже вынужден доедать это самостоятельное блюдо с лапшой Ролтон. Так что мне приятного аппетита, а вам спасибо за просмотр. И слава китайцам из Великого Камня в 30 километрах от Минска. Ну что, друзья, я съел, я сожрал. Не стал уже вас мучить своими почвякиваниями, посербываниями на камеру, мукбангом этим вашим, насиловать вам уши и глаза. Я съел и решил отчитаться перед вами. В целом, вот эти 3 кусочка соевого мяса очень доставили, очень добавили колорита какого-то мясного обычному Ролтону. То бишь 3 вполне осознанных, жующихся, волокнистых, мясных куска соевого мяса сделали это блюдо более нарядным, более законченным, более комплексным, более гармоничным и более солидным. И в плане насыщения, и в плане ощущений. Вот его поедания и ощущения от насыщения. Так что, я думаю, ну, прям такой фатальной критической ошибкой опустить тот скользкий острый снэк в порцию Ролтона, ну, назвать нельзя. Можно и так поступать. Но в следующий раз, когда мне в руки попадет такая штука, возможно, я попробую его съесть отдельно. Потому что там ощущение остроты будет намного больше. Ощущение остроты, скользости, пряности, насыщенности будет намного больше от поедания в качестве маленького самостоятельного снека, чем в качестве дополнения к большому, сытному, плотному блюду из лапши. Но оба варианта, скажу вам, по моим ощущениям, имеют право на жизнь. Всем спасибо.